Сколько желаний и намерений выдержит лабиринт? На количественность его не проверяли. Надо, заходя туда, создать желание, чтобы не создавались никакие желания. Тогда не надо будет проверять его на прочность. Потому что любые наши желания, они могут превратиться в такой бесконечный поток. Все вы знаете сказку о старике и рыбке, да, который закинул невод, а старуха ему там этого хочу, этого хочу, этого хочу, пока не оказалось у разбитого корыта. С лабиринтом может быть то же самое. И то, что я говорил, что смотрите, какие желания, действительно ли они касаются вашего внутреннего развития, или они все-таки больше идут как-то на внешние какие-то факторы. Потому что, по сути, мы приходим в этот мир, у нас вопросов-то таких глобальных не так уж и много. Кто я, что тут происходит, зачем тут все это? Такие основные, в общем-то, вопросы, с которыми... Но иногда, когда вы разбираетесь с вопросом «кто я?», то все остальные вопросы уже не кажутся вам значимыми. Наверное, ответ на этот вопрос как раз мы и ищем в таких пространствах ретритов, уединений, при помощи медитации, каких-то аскез. Ведь пока еще есть этот ищущий, он будет взаимодействован с планом физического мира, с планом ментального. Но когда тот, кто ищет, находит, то, что он находит, оказывается пустышкой. Потому что, чтобы найти себя, надо откинуть все то, чем ты не являешься. И в этом откидывании как раз исследование через медитацию, через практики. Человек приходит уже к своей сути. Именно в пространстве этой сути себя и возникает, в общем-то, и этот мир, возникаете и вы, как личность, как какая-то структура, которая взаимодействует с этим миром. Потому что оттуда же идут уже оценки этого мира. Из того «я», которое это вселенское ничто, там нет никаких беспокойств по поводу этого мира в том числе. Как только возникает это «я», уже хочется узнать, мой это мир или не мой, кому он принадлежит, кто я в нем. И возникают как раз большинство вопросов, которые человек потом захочет каким-то образом найти на них ответы. Но как только он узнает, вспоминает даже скорее структуру себя, то многие вопросы просто отпадают. И с ними пропадает та энергия, которая, в общем-то, беспокоит вас при помощи этих вопросов. Потому что любой вопрос – это прежде всего беспокойство. Я не знаю, что это такое, мне хочется узнать. Включается уже хотелка. Хотение у нас, как всегда, такое высасывание нашей энергии, когда мы хотим каких-то вещей, в том числе и ответов на вопросы. Желания будут бесконечны, и желания всегда будут рождать, в общем-то, страдания в той или иной форме. Если вы желаете какой-то объект, пока у вас его нету, вы страдаете, потому что у вас его нету. Как только вы получили этот объект, вы будете страдать, потому что вам надо его как-то удержать, чтобы он там не постарел, не разбился, чтобы его не украли. Может, он там в цене как-то падает или портится. И тоже возникнут страдания. Конечно, в тонкой форме, но тем не менее, так же, как состояние счастья. Очень многие хотят счастья. И без счастья человек обычно страдает. Он несчастлив, страдания.
Но когда он получает это состояние счастья, он что первое? Он боится его потерять. Вот вы встретились с девушкой, да, вам она или мужчиной, вам он очень понравился. Вот, и вроде уже договорились, вроде он уже ваш, да. Но страх-то есть, а вдруг он куда-то уйдет к другому, или она там. Получается, обладая вот этим сокровищем, да, вот этим счастьем, как вы его назвали, ты мое счастье, вот, уже возникает страх. А вдруг что-то не получится, а вдруг, и вот вроде вас уже получило, вы взяли то, что вы хотели иметь, а все равно покоя это не будет. Поэтому и счастье-то у вас возникнет только тогда, когда у вас покой возникнет. И тогда придет кто-то вам, уйдет кто-то, что-то придет или что-то уйдет, вас уже особо не будет беспокоить. Потому что вы знаете свою суть, а ее невозможно с ней ничего сделать. С вами, как с личностью, возможно. С вами, как с телом, тоже возможно. Вас возможно в тюрьму посадить, там, убить, там, еще что-то. Вот. А вот если вы знаете вот это свое я, вы понимаете, что с ней невозможно сделать. В тюрьму это невозможно посадить, убить это тоже невозможно. Можно тело только. Поэтому, я думаю, создайте все-таки такой минимальный набор желаний, которые наиболее вас интересуют, намерения. Потому что если есть намерение узнать, там есть ли жизнь на Марсе, ну многое это вам даст, даже если он там есть, нет. Что вы полетите там проверять, там полая Луна или нет, тоже, это тоже ничего не даст. Круглая Земля или нет, тоже. Ну, живем и живем. На какой Земле, по сути, это не важно. На плоской, на круглой. От этого ваше ощущение, вот этой ясности не поменяется. Даже есть Бог или нет, то есть это тоже, в общем-то, тоже. Даже этот вопрос можно уже отпустить. Поэтому создайте намерение, чтобы стало поменьше намерений, и с этим намерением идите в этот лабиринт.